Что самое приятное в жизни суперзвезд? Жизнь в особняках, дворцах, замках. Скажут многие и будут неправы. Потому что сами суперзвезды давно сообразили, что жить приятнее всего не в особняке, а в гостинице. Коко Шанель, Владимир Набоков, Тесла и другие знаменитости превращали уютные люксы в свои квартиры и жили там десятилетиями. Тенниси Уильямс и Сергей Есенин погибли в гостиницах при невыясненных обстоятельствах. Мане создавал в лондонском Савое полотна стоимостью в десятки миллионов долларов. Джимми Хендрикс устраивал в фешенебельном Челси квартирники, а гонзо-журналист Хантер Томпсон устраивал по ночам стрельбу. Джим Моррисон любил выпрыгивать из окон, а Оззи Осборн выкидывал в окна телевизоры. Знаменитости создавали в отелях культовые романы и писали рок-альбомы. Устраивали там рейвы и секретные конференции, которые меняли судьбы мира. И сегодня мы об этом поговорим. Например, 15 лет назад с лондонским отелем «Совой» случилась курьезная история. В отеле открыли Мане Сьют, номер, названный в честь великого художника Клода Мане, который не просто надолго останавливался там в 1899, 1900 и 1901, но писал прямо из окон свои знаменитые виды Темзы. Картина под названием «Мост Ватерлоу», созданная в гостинице, была продана на аукционе Кристис в 2021 году за 48 миллионов долларов. А потом искусствоведы выяснили, что вид совпадает, но не совсем. По всему выходило, что Мане, конечно, жил в Савое, но в соседнем номере. Пришлось устраивать экстренную реконструкцию и переносить люкс. У великого художника в гостинице наверняка было все необходимое, включая завтрак в постель, что, говорят, способствует вдохновению. А вот Оскар Уайльд, который примерно в то же время заселился в отель по другую сторону Ла-Манша, такой роскоши уже и не мог себе позволить. В тот момент все самое лучшее было для него позади. Тиражи, любовь к публике, положение в свете. Человек, когда-то заявивший на нью-йоркской таможне, что ему нечего декларировать, кроме своей гениальности, теперь жаловался своему издателю, что живет в душераздирающей бедности. «Я умираю непосредством», якобы сказал Уайльд перед смертью, заказав бутылку дорогого шампанского. В номере 16 парижского отеля «Д'Альзас», где это случилось, на стенах до сих пор висят письма гостиничных служащих к Уайльду с требованием немедленно оплатить счет. Но этого писатель так и не сделал. После смерти он оставил долгов на 2500 франков. В гостинице ему не нравилось. Раздражало все, и в первую очередь обои с рисунком, который он считал просто преступлением против хорошего вкуса. Незадолго до смерти он заметил: «Мы с этими обоями ведем войну не на жизнь, а на смерть. Погибну либо я, либо они». Обои, как мы знаем, победили. Гораздо лучше отношения с гостиницами складывались у Коко Шанель. В 1937-м она переехала в Риц на Вандомской площади Парижа и с тех пор называла его своим домом. Рядом находилось ее ателье, так что до работы было 2 шага. Интерьером номера занималась она сама. Лакированная мебель, барочные зеркала, горный хрусталь и много-много изящных мелочей. Шанель прожила в гостинице 37 лет, до самой своей смерти. В свой номер в той же самой гостинице любил приглашать друзей Марсель Пруст. Ему здесь нравилось еще и потому, что из окна можно было наблюдать городскую жизнь и выхватывать оттуда детали и характеры. «Когда я думаю о жизни в раю», — писал как-то Эрнест Хемингуэй, — то представляю парижский Риц. В 1920-е, еще будучи молодым корреспондентом канадской газеты, Хемингуэй регулярно заходил в бар при отеле вместе со своим приятелем Скоттом Фицджеральдом. У них даже был определенный ритуал. Сначала щуплый и неопасно выглядевший Фицджеральд нарывался на драку, а потом крепкий спортивный Хэм колотил его обидчиков. В 1944 году во время высадки союзников в Нормандии Хемингуэй добился разрешения участвовать в военных операциях и возглавил группу из 200 французских партизан. Войдя во главе этого отряда в Париж, великий писатель первым делом отправился освобождать самое ценное – погреба Рица. Другой титан эпохи мировых войн, английский премьер-министр Уинстон Черчилль, облюбовал себе отель вдалеке от европейских столиц, в Африке. «Это самое прекрасное место на земле», писал Черчилль Рузвельту о своей любимой гостинице в Марракеше. Обычно он сбегал туда от английской зимы и встречал там Рождество и Новый год в кругу семьи. Черчилль зимовал в этом отеле 20 лет подряд.
и заодно практиковался в своем главном хобби – живописи. Он, кстати, был неплохим художником. В 1943 году неподалеку от Марракеша проходила Касабланкская конференция. Черчилль встречался с Рузвельтом, которого очень давно уговаривал приехать в Марокко. После мероприятия он все-таки притащил американского президента в любимый отель. С собой они для компании прихватили де Голля. Это вызвало у персонала гостиницы некоторое замешательство. Найти двухметровому де Голлю кровать по росту удалось не сразу. Но это политики, люди скучные. Другое дело — рок-звезды. Особое отношение с гостиницами очень быстро стали обязательным элементом образа любой уважающей себя рок-звезды. Причем полагалось именно устраивать в гостиницах многомесячные загулы, переворачивать номер вверх дном и вообще всячески ипотировать публику. Некоторые гостиницы Лос-Анджелеса распознали этот тренд и начали его монетизировать. Если хотите, чтобы вас видели, селитесь в отель Беверли-Хиллз. Продюсеры давали своим подопечным четкие инструкции. Если не хотите, чтобы вас видели, селитесь в Шато Мармон. Владельцы Шато Мармон принципиально не вмешивались в личную жизнь своих постояльцев. В результате, например, музыканты из группы Led Zeppelin катались по коридорам отеля на мотоциклах, а также возили голых девиц из номера в номер в тележке из супермаркета. Джим Моррисон несколько раз выпадал из окна своего номера. К счастью, падать было невысоко, и страдал только персонал гостиницы, каждый раз пугавшийся до смерти. Но были и трагедии. В 1982 году в Шато Мармон умер от передозировки Джон Белуши. В 2004 фотограф Хельмут Ньютон протаранил ворота гостиницы на своем Кадиллаке и погиб. Это Лос-Анджелес. А главным отелем американского восточного побережья всегда был нью-йоркский Челси. Тут в разное время жили или останавливались все. От Марка Твена до Джона Бон Джови. Золотой век Челси пришелся на 60-е. Боб Дилан писал свои песни в номере 211. Джимми Хендрикс устраивал квартирники в номере 411 у Дженнис Джоплин. А к ним то и дело заходил Энди Уорхол, который снимал тут фильм с таким названием «Девушки из Челси». Атмосферу этого периода лучше всего описал Ленард Коэн, который жил в номере 424. В 4 утра сюда можно завалиться с карликом, медведем и 4 женщинами, привести их к себе в номер, и никто тебе слова не скажет. Самая скандальная история случилась в 1978 году. Именно в Челси лидер Sex Pistols Сид Вишес убил свою подружку Нэнси. Этот печальный эпизод в отеле вспоминать не любят, и номер, где все это произошло, сейчас разделили на несколько комнат. А вот Джон Леннон никаких дебошей в отелях не устраивал. Он был верен себе и даже гостиничный номер использовал для пропаганды своих политических взглядов. Вместе с Йоко Оно они проводили в амстердамском Хилтоне медовый месяц, а заодно устроили знаменитую акцию Bad In for Peace против войны во Вьетнаме. После выхода альбома Two Virgins, на обложку которого Джон и Йоко снялись абсолютно голые, пресса не знала, чего ждать от этой акции. Но они, к счастью, встретили журналистов в пижамах и начали проповедовать мир во всем мире. Рок-звездам свойственно вести кочевой образ жизни, и даже в лучших гостиницах они не задерживались слишком надолго. А вот писатели привыкли жить там годами. Причина понятна. Писатели обычно ненавидят мелочи быта, которые отрывают его от работы. В хорошей гостинице они решаются как бы сами собой. За окном при этом город, иногда новый и незнакомый, полный сюжетов и новых сцен. Агата Кристи писала «Убийство в Восточном экспрессе» в стамбульском отеле. С гостиницей связан и самый драматичный эпизод ее жизни. В 1926 году, после ссоры с мужем, великая писательница бесследно исчезла. Причем рядом с ближайшим карьером нашли ее автомобиль с включенными фарами. Понятно, что пресса встала на уши. Выдвигались самые разные версии: убийство, похищение. 10 дней спустя Агату Кристи обнаружили живой и здоровой в дорогом отеле, где-то в графстве Йоркшир. Сама Кристи утверждала, что не знает, как туда попала, потому что от шока потеряла память. Но можно предположить, что ей просто захотелось тишины, одиночества и завтрака в постель. Эту ее страсть разделяли и другие литераторы. Торнтон Уайлдер, когда писал «Мартовские иды», путешествовал на машине по послевоенной Америке, останавливаясь в гостиницах Вашингтона, Нового Орлеана и Флориды. Киплинг задумал книгу джунглей в респектабельном лондонском отеле. В уже упомянутом Челси были написаны главные книги поколения битников.
Берроуз создавал здесь голый завтрак. Керуак в дороге. Харуки Мураками не только сам любит месяцами жить в отелях, но и в поэтических тонах воспел их в романе «Охота на овец». Томас Манн писал в швейцарской гостинице «Волшебную гору», одну из самых известных своих работ. Он приехал навестить жену в местном лесном санатории, но задержался на месяц и написал масштабный роман. В 350 километрах от Давоса в отеле «Монтрё Палас», расположенном на берегу Женевского озера, провел 17 лет жизни Владимир Набоков. Когда у него спрашивали, почему он живет в гостинице, писатель неизменно отвечал: «Так я утверждаюсь в своей главной привычке – в любви к свободе». В 1960 году он разочаровался в суматошной американской жизни. В США он иногда сочинял, сидя в машине, единственном месте в Америке, где, по его словам, было тихо и не сквозило. Успех «Лолиты» позволил ему вернуться в Европу. Гонорар за скандальный хит Набоков потратил на 8 комнат в отеле, включая номер для жены и секретарскую, и ни в чем себе не отказывал. Его сын Дмитрий потом рассказывал, что на деньги, которые писатель потратил в Монтрё за все время своей гостиничной жизни, можно было купить настоящий замок. Будильником Набокову служила альпийская клушица, большая черная птица с желтым клювом. По его словам, в 7 утра она навещала балкон и очень мелодично кудахтала. Проснувшись, великий писатель некоторое время лежал в постели, припоминал все важное и планировал дела. После завтрака и бритья он садился за письменный стол и работал до самого вечера. Труд прерывался дважды: ради недолгой прогулки с женой Верой Евсеевной и покупки английских газет в киоске. Можно сказать, что для Набокова, который всегда подчеркивал свой атеизм, отель в Монтрё стал 5-звездочным раем. А вот Иосиф Бродский полюбил гостиницы только в конце 80-х. В 1987-м он получил Нобелевскую премию и с тех пор проводил в Швеции каждое лето. Либо снимал небольшую дачу, либо занимал угловой номер 5-звездочного отеля в Стокгольме, каждый раз одного и того же. Именно в этом номере Бродский написал автобиографическое эссе о Венеции «Набережные неисцелимы». Короче говоря, богатые люди творческих профессий давно поняли, что и замок, и дворец, и особняк – это Марокко. Здесь можно сделать интересный вывод то ли о современном мире, то ли о человеческом характере в целом. Больше всего мы теперь ценим покой и беспроблемность. А главная роскошь – это когда можно ни о чем не думать. Ну и выкинуть в окно телевизор, если надоест.